Очень часто я слышу, как люди, которые изучают русский язык, говорят: «Мария, у меня нет таланта к русскому языку. Я учу русский язык уже 2 года и не вижу прогресса. Русский язык такой сложный». Давайте подумаем вместе. Возможно, дело не в таланте, возможно, дело не в том, что русский язык такой сложный. Возможно, проблема в привычках. То, что вы делаете каждый день и как вы учите русский язык. В этом видео давайте поговорим о 3 привычках, только 3 привычках, которые нужно развивать. Если каждый день вы будете делать эти 3 действия, если у вас будут эти 3 привычки, то через какое-то время вы себя не узнаете. Вы увидите, как улучшился ваш русский язык. Итак, первая привычка – это слушать. То, что вы делаете сейчас. Слушать русский язык каждый день, как минимум 15 минут. Я не прошу вас слушать 2 часа каждый день. Если вы можете слушать 2 часа, отлично, здорово. Но если у вас такой возможности нет, то слушайте хотя бы 15 минут. Я думаю, что можно найти 15 минут. Можно, когда вы едете в машине или в транспорте, в автобусе, в метро, или когда вы готовите ужин, обед, когда вы гуляете, да, вы на прогулке, тоже можно слушать. Очень важно слушать. И это здорово слушать на фоне, да, включить, и как фон у вас. Это тоже очень хорошо. Но нужно еще слушать 15 минут активно. Что это значит слушать активно? Это значит понимать, о чем, например, сейчас я говорю, знать, что я говорю, понимать слова, понимать смысл. Для этого вы можете слушать несколько раз, включать субтитры. Если не понимаете, включать перевод на ваш язык сначала, потом слушать без перевода. Да, сначала смотреть субтитры, потом уже не смотреть субтитры. Возможно, вам нужно посмотреть несколько раз. Что слушать? Слушать можно слушать радио, если это на фоне, да, и если у вас уже хороший, высокий уровень русского языка. Если уровень русского языка невысокий еще пока, то можете смотреть видео. На YouTube много видео. Например, это видео, да, которое вы сейчас смотрите, это уровень B1, B2. Я говорю сейчас на простом русском языке. Уровень B1, B2. Или, например, в понедельник я выпускаю видео для тех, у кого уровень А1, А2. Это очень легкие истории на русском языке. Вы можете смотреть эти истории. Или каждую пятницу, если у вас уже более высокий уровень, смотреть эти видео про русскую литературу, русскую культуру, про русский язык, да, как учить русский язык. Так что выбирайте сами, что слушать. Видео, подкасты, аудиокниги, да, но обязательно слушайте каждый день. Хотя бы 15 минут. Отлично, это первая привычка.
Теперь вторая привычка – это чтение. Надо читать каждый день хотя бы одну страницу, но читать. Что происходит, когда мы читаем? Ну, во-первых, мы запоминаем слова автоматически. Что это значит? Представьте, я читаю текст и вижу какое-то слово. Один раз я увидела это слово. Второй раз я увидела это слово. Третий раз. В итоге я его запоминаю. Второе. Также мы запоминаем грамматику, грамматические структуры. Да? Мы видим, ага, родительный падеж, ага, опять родительный падеж, ага, и здесь родительный падеж. И мы запоминаем грамматику. Очень важно, когда мы говорим на языке, на русском языке, это не знать грамматику, не знать правила, а чувствовать грамматику, чувствовать. Что это значит? Когда я чувствую, что здесь дательный падеж, мне нужно сказать вот здесь дательный падеж. Почему? Я не знаю почему, но я чувствую, что мне нужно сказать так. Почему мы чувствуем? Потому что мы услышали эту конструкцию, это слово 100 раз. Потому что мы прочитали это слово, эту конструкцию 100 раз. Поэтому мы чувствуем, да, мы чувствуем. Может быть, мы не знаем, но мы чувствуем. И это очень важно, когда мы не знаем почему, но мы знаем, что нужно так. Потому что в этот момент мы уже не думаем, мы уже не анализируем, а мы просто говорим. Договорились? Так что очень важно слушать и читать много-много, чтобы услышать и прочитать много раз одни и те же слова, одни и те же конструкции и просто начать чувствовать. Что мы читаем? Мы читаем то, что близко для вашего уровня. Да, если у вас уровень А1 или А2, то нужно читать короткие истории. Если у вас уровень Б1 или Б2, то уже более сложные тексты. Каждый должен выбирать чтение по своему уровню, чтобы не было очень сложно. Потому что если очень сложно, если вы не знаете много-много слов и много конструкций, то вам придется смотреть в словарь каждую минуту. И вы устанете и скажете: я больше не хочу. Я устал. Лучше пойду еще что-нибудь поделаю. Поэтому нужно выбирать книги для вашего уровня. Я создала адаптированные книги для уровня А2, Б1 и Б2. Если вам это интересно, можете посмотреть. Это классическая русская литература, интересные истории для этого уровня. У вас в каждой книге тексты, а также аудио. Поэтому вы сможете и прочитать, и послушать. Я оставлю ссылку внизу в описании под видео. И теперь третья привычка, очень важная привычка, это говорить на русском. Да, так просто говорить на русском. Ведь русский язык существует для того, чтобы мы на нем говорили. И здесь возникают проблемы, потому что, возможно, вам не с кем говорить. Да? Возможно, вы никого не знаете, с кем можно было бы поговорить. И здесь
я вам посоветую следующее. Может показаться очень странным, может показаться чем-то непонятным, но на самом деле это очень эффективно. И это говорить с самим собой. Когда я изучала испанский язык в начале, и я говорила, очень много говорила с собой, сама с собой. Просто когда я что-то делала, и я комментировала то, что я делаю. К примеру, это уровень 1. Это бутылка. В бутылке вода. Я открываю бутылку. Я пью воду. Я закрываю бутылку. И все это мы комментируем на русском языке. Я просто говорю сама с собой. После того, как вы послушали, после того, как вы прочитали, да, у вас уже много-много слов и много информации в мозгу, в голове. После этого нам нужно начать доставать всю эту информацию, доставать все эти слова, доставать всю эту грамматику. Как? Разговаривать, просто говорить на русском языке с людьми или самим собой. И вы заметите, даже если у вас есть преподаватель или вы с кем-то разговариваете на русском языке, все равно я вам советую говорить с самим собой, потому что так вы будете говорить больше времени, у вас будет больше практики. И если вы это делаете каждый день, то увидите, как через какое-то время это будет намного легче. Вы будете свободнее говорить на русском языке. Слова сами начнут выходить. Так что вы будете делать после этого видео? Ну, к примеру, вы можете прокомментировать, да, сказать: «Я посмотрел очень интересное видео. Мне оно очень понравилось», к примеру. Да? Вы можете сказать самому себе. И я вам очень советую, рекомендую делать эти 3 действия каждый день. Слушать, читать, говорить. И через очень короткое время, если вы на самом деле не пропускаете ни одного дня, каждый день вы это делаете, через короткое время вы увидите результаты. Каждый день вы будете видеть все большие и большие результаты и прогресс. Так что начинайте прямо сегодня, начинайте действовать, начинайте развивать в себе эти привычки. Ну а если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.